Доброе утро, 7 июня. Бегу на курсы свои. Отвел только что младшую дочку на анализ крови. Опять 4 пробирки с нее выкачали крови. Я не знаю, куда они девают. Там, по-моему, витамин D какой-то и железо нужно проверить. В общем, 4 пробирки. Я же прям стоял, смотрел. Обычно ты сидишь, когда тебе кровь берут, там не особо смотришь, что они делают. Но здесь прям... Ну ладно, это такое. В общем, сегодня, по сути, почти последний день курсов. Завтра еще приду там на полчасика или даже меньше перед отъездом. Ну а сегодня что-то, наверное, у меня будут спрашивать, а может и не будут. Короче, в целом я им рассказал свои дальнейшие планы, и они вроде совсем согласились. За завтрашний день мы тоже договорились. Поэтому буду сидеть сегодня, уже подводить итоги подготовки к поездке. Еще раз все продумаю, подумаю, что там по еде взять с собой. Короче, как, в общем, ну, детали отшлифовать нужно. Вот, что еще? По самочувствию моему после выходных хреновенько, честно говоря. Пятно на ноге разрослось еще больше, то есть оно уже заворачивает на левую сторону икры. То есть, чтобы его увидеть, можно просто на бок смотреть, а не голову назад. В общем, сегодня с доктором я встречаюсь после обеда. Будем разговаривать, дает он мне что-то по антибиотикам или нет. Но мне сыкотно, честно говоря. И по ощущениям так себе. И дышать мне как-то тяжело, кажется, вот вдохнуть даже. Ну, я сейчас довольно быстро иду, еще болтаю, но такое ощущение отдышки. Как будто я пробежал там какое-то это расстояние. Короче, состояние необычное. Даже как там, не списывая на психосоматику эту, не знаю. Мышцы болят, хотя ничего не делал. Побаливают суставы, плечо, вот, например, спать ложился, не могу, я на животе сплю. На левом плече не мог лежать, больно. Короче, стрёмно, очень стрёмно. Если бы мы знали, что это такое, а так мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно. Как мы масики там. Ну, в общем, такие планы на сегодня. К врачу пойду почти в 5. Ну, если что там даст, таблетки не даст, запишу. Я не знаю, что это за цветок, но вчера видел и сегодня тоже вижу огромное количество шмелей на нем. Такие большие, и что-то там опыляют. Я не знаю, вот на этом кусте, но мне так кажется, визуально штук 20, не меньше. Жесть просто. Жужжат себе что-то там. Бы не набросились на меня. Что за оператор? Вон он какой ползает. Ну, их тут очень много. Обалдеть. Сижу в приемной, жду, пока позовут к врачу. В общем, самочувствие не очень. Особенно с утра на курсах было прям вообще паршиво. И я уже думаю, что никакое это не какое-то не самовнушение. Значит, я-то прочитал, какие симптомы, и говорил, что да, начал чувствовать всякие эти приколы. Но сегодня я начал чувствовать то, что я не читал, а потом уже только прочитал в GPT. Там всякие онемения, покалывания, в общем, я не знал, что такое есть. Я тогда так бегло ж пробежал эти симптомы, там головная боль, вот эта мышечная боль, это все как бы я, да, замечал, типа, ну, периодически же бывает у всех. А тут прям покалывание и онемение, вот со вчерашнего дня прям я явно чувствую. Короче, не знаю, что он сейчас скажет. Но, в общем, в любом случае буду просить антибиотика. Посмотрим. Так, как я там говорил пару дней назад, или когда? Ну да, по-моему, пару дней назад. Надо же людям все-таки доверять. Че я, ну, врач, он же все понимает. Не буду умничать и так далее. Надо учиться доверять. Ну вот, получается, ни хрена не надо никому доверять, кроме своей интуиции. Жопой чувствовал, что есть эта боррелия. Все как бы показывало на то, что она есть. Все симптомы были практически. Ну, пускай самые основные я хоть и сегодня там активно почувствовал, но все равно. Пятно было, укус был. В общем, подтвердилась эта боррелия в крови у меня. Слава богу, что подтвердилась, иначе он бы дальше бы тупил там. Ну, выписал мне какой-то мощный антибиотик, который нельзя
с молоком употреблять. Раздельно нужно, короче, потому что он не усваивается. Поэтому я начну завтра утром, потому как без молочка я не могу свой день заканчивать. Вот, начинаю завтра утром курс лечения. Ну а там посмотрим, как будет. В общем, беда. Догулялся, доходился. Вот это вы, мои 3 телезрителя несчастных, сглазили меня. Короче, надо завязывать с этими видеовлогами, дневниками. Все это фигня, надо удалять нахрен канал. Короче, прощайте.